Хотелось бы задать вопрос по поводу джьотиша. Насколько это глубокая наука нужна сейчас современному миру? Возвысите свою жизнь до очень высоких идеалов и стандартов. And that И это is the ascendant. есть асцендент. That is Lagna. И это есть лагна, горизонт. В астрологии говорят, что там есть планеты, которые двигаются по небу, And by which the destinies of men are decided. через которые судьбы людей определяются, через это движение планет. Jyotish doesn't say that. Джотиш не говорит так. Мы не являемся Господом, мы не можем изменить это. Господь может. Хотелось бы попросить вас какое-то такое особое послание для всех. Да-да, друзья, вы не ошиблись. Это интервью с Санджай Радхом. Для тех, кто не знает, кто это, Санджай Радх — это величайший джьотиш-гуру, пандит, хранитель и представитель традиции джьотиш от самого Ачутананды, который был спутником Господа Чайтаньи Махапрабху и 500 лет назад восстановил парампару в этом знании. Для кого и это набор непонятных слов, но вам интересна тема астрологии, то если представить просто, то это ученый в области ведической астрологии, философ и духовный деятель. Мы недавно были у него в гостях в Индии. В непринужденной беседе мы задали ряд важных вопросов, которыми, на наш взгляд, задается каждый, кто становится на путь изучения джьотиш. Для нас было важно поделиться его ответами с вами, поэтому мы сняли интервью подручными средствами. Надеемся, у вас получится соприкоснуться с той мудростью, глубиной, которой обладает эта личность. Хорошего вам просмотра. Всем почтения. Сегодня мы находимся в доме у Санджая Радха. Это один из величайших гуру джьотиша. И сегодня мы зададим ему несколько вопросов, которые прояснят какие-то очень глубокие моменты в культуре джьотиша, в этой науке. И постараемся раскрыть это через такую личность. Гуру Санджай Радха. Наше почтение, намаскар. Хотелось бы задать вопрос по поводу джьотиша. Насколько это глубокая наука нужна сейчас современному миру? Мы видим много различных культур, религии, которые здесь проявляются в этом мире. И есть культуры, которые принимают ведическое знание, есть культуры, которые его отрицают, есть знания, которые сейчас противоречит культуре джьотиша, то есть которая противопоставляет себя джьотишу и говорит, что астрология — это какое-то нечистое знание, которое не может помочь духовному развитию. Проясните, пожалуйста, какое значение ведической астрологии именно в культуре духовного развития и развития всего человечества. Okay, so there is a question about the whole meaning of Jyotish. What is the meaning of to this world? Why people should learn Jyotish? Why is it helpful for only people who live in Vedic culture, or maybe it's helpful for people all around the world? Why Vedic Jyotish is qualified to be shared and spread? Why is it so precious? Maybe you can. It's a big question. I will break it into small parts. Это большой вопрос, я его разделю на две части. First, the word Vedic. Первое слово ведик, ведическое. Vedic means from Veda. Ведическое означает от Веды. Veda means knowledge. Веда означает знание. It is good to have knowledge. Хорошо иметь знание. Knowledge is for human beings. Знание для людей. And whichever people have knowledge, they have always flourished. И те люди, которые обладают знанием, они всегда процветают. Look at America today. Посмотрите на Америку сегодня. Why is it flourishing? Почему она процветает? Because they have knowledge. Потому что у них есть знания. Look at Russia. Посмотрите на Россию. They have flourished because of knowledge. Они процветают, потому что There was a знания. time
when America and Russia had one golden rule. Было время, когда у Америки и России было одно золотое правило. The tallest building will be a university Самое высокое здание будет университетом, as a mark of respect for knowledge. как символ уважения к знанию. So whichever culture respects knowledge, Какая-либо культура, если она уважает they will знания, rise, and that is the meaning of Veda. то эта культура будет процветать. И это смысл Веды, смысл знаний. The word Veda has come from the word Deva. Слово Веда происходит от слова Дева. If you say Deva, it's from Divu, meaning light. Если мы посмотрим в смысл слова Дева, Дева означает свет. Light removes darkness. Свет убирает темноту. So Deva means understanding something, knowing something. Дева означает понимание чего-либо, For, знание что-либо. for example, we know that this is statue. Например, мы знаем, что это статуэтка. We just see a lady is sleeping over there. Мы смотрим, что здесь госпожа, которая лежит на бочку и спит. That is the information. Это информация. That is Deva. Это Дева. Then I think, why is this lady sleeping? This is perhaps from the Maltese culture. Perhaps this was made at a certain time. Perhaps it was from some. When I have more information, it becomes knowledge. И потом я начинаю размышлять, что это за статуэтка, почему здесь девушка лежит, спит. Возможно, это мальтийская культура, какой-то есть смысл в этом. И когда у меня появляется больше информации об этом объекте, у меня появляется знание. So you see, Deva is giving information, and so much information when the whole picture is becoming clear. И таким образом Дева дает информации, столько информации, чтобы в конечном счете сложилась вся картинка цельная, полная. That is the stage of reversal. Deva becomes Veda. Reverse. И таким образом происходит переворот. Дева превращается в Веда. You see? So in Jyotish we say, fourth house is Vidya, learning. И поэтому мы говорим, что в Джотиш четвертый дом это видья, обучение. And then we reflect in the head. We reflect, no? И потом наше сознание трансформируется, меняется, Like the moon. как Луна. The mind reflects on the words. Луна отражает слова, But the mind is like a mirror. но ум, он как зеркало, The picture is reversed. а картинка перевернута, картинка наоборот. So when we understand the reversed picture, Когда мы понимаем картинку обратную, it becomes Veda. отраженную картинку, когда мы понимаем, она становится Ведой. So therefore Veda is not a religion, Veda is not a culture, Veda is not for any people, it is for the whole world. И таким образом Веда это не культура, это не какая-то религия, это знание, которое для всех. But the Veda as a book Но Веда как книга was one, одна. and that was originally recorded God knows when. И она была записана, Бог только знает кому, когда. In the beginning of Kali Yuga, В начале Кали-юги, which is basically millennia of this era, beginning of this era, которая является началом этой эры, there was a great rishi, был великий Риши, мудрец, Parashara, мудрец Парашара, who felt который that this почувствовал, Veda should be broken into 4 парts. что эта Веда должна быть разделена на 4 части. In the previous yugas, the Veda was broken into 3 parts. В предыдущей юге Веда была разделена на 3 части. It was Rig Veda, Yajur Veda, and Sama Veda. Тогда это было разделено на Риг-веда, Яджур-веда и Сама-веда. But Parashara wanted it should be done into 4. Atharva Veda should also be added. И мудрец Парашина, он почувствовал, что должна быть еще 4-я веда, Адхарва-веда. Atharva Veda is the practical Veda. И Адхарва-веда это практическая веда. It is very helpful for people who are living in the world. Она очень полезна для людей, которые живут в мире.
There is a lot of knowledge of the nakshatras in that Atharva Veda. Много знания в накшатрах, о накшатрах, которые описывают накшатры. Also, a Например, lot Карма-Веде. of useful knowledge about healing and health and Jyotish and all that comes from the Veda. И From много, that Veda. много полезного есть еще в Адхарва-Веде, которое связано со здоровьем, с джотиш, с лечением. So you see, we Indians, our rishis took all the information and converted to Veda by the grace of the Omkar, Om. By the grace of God, they were able to convert. And that was recorded as the Veda. So Veda is actually the sound of God. И мудрецы Риши, они сохранили, они это знание, они его трансформировали в Веду, но сама по себе Веда это звук, голос Господа. It is very difficult to understand the Veda. Это очень сложно понять Веда. You need a supreme brain to do that. Нужно уникальный, нужно вселенский ум, мозг, чтобы понять это. Even one rik of the Rig Veda Даже одну шлоку Ригведы, Ригведы. can be studied by mathematics, can be studied from language, can be studied from art, can be studied by different people in absolutely different things, and all of them will find this thing meaningful. Даже один стих Ригведы могут изучать и ученые, и творческие люди творческой работы, художники и доктора, и каждый из них найдет в этом стихе что-то очень ценное и важное. To study the Veda, we need 6 different knowledge. Чтобы изучать Веду, нам нужны 6 отдельных дисциплин. These disciplines and expertise without these we cannot even enter, we cannot even study that, we cannot even fully comprehend something. Без них, без этих 6 дисциплин мы даже не можем в полной мере понять всю цельную структуру Веды и так далее, начать читать ее, понимать ее. You need grammar, Нам нужна грамматика, you need phonetics, фонетика нужна, which we call chandas, shastra. которую мы называем чанда. You need to understand time. Нужно понимать законы времени и время. That is Jyotish. И это джотиш. So, what I am teaching, or the when I say parampara means it's just 1/6 of the knowledge. То, что я называю парампара, то, что я учу, это 1/6 вот этих дисциплин. And the junior most. И это самая младшая дисциплина из всех вот этих 6 важных, которые нужны для познания Вед. Is Jyotish Shastra. И это Джотиш Шастра. It is very scientific. Она очень научная. It can be understood by everybody and should be understood by everybody. Она может быть понята любым и каждым и должна быть понятной и каждым. From the name we say Jyoti means light. С самого имени названия Джоти означает свет. Isha is God or Ishta is God. Иша это Господь или Ишта это Господь. So Jyoti Isha is the light which leads to God. Джоти Иша это свет, который ведет к Господу. We don't know God, we don't know where is God, we don't know whether we will find God, we don't know whether we will see God. Мы не знаем, встретим ли мы Господа, мы не знаем, где Он, как Он для нас проявляется. But we need to have some means to understand His hand in this world. Но нам нужны какие-то средства, чтобы понимать, как Он действует в нашей жизни, как Его рука действует в нашей жизни. What does God want with us? Что Господь от нас хочет? Why has He created man? Для чего Он создал человека? There are so many questions in the minds of every person. Столько много вопросов в уме каждого человека. Jyotish is the means to see. Джотиш – это средство, чтобы видеть,
чтобы Without eyes, a blind man can also live in the planet, no? Без глаз слепой человек тоже может жить на Земле. Imagine if the whole world was blind. Представьте себе, что весь мир был бы слепым. What a horrible Что, situation. какая ужасная ситуация. All this beautiful color, all this beautiful art, all this beautiful nature, all this beautiful carvings, all this beautiful... Nothing, we can't see anything. Все, что прекрасно окружает нас, природа, творчество, картины, здания, дома, люди, все это мы не могли бы видеть. There would be no place for art. И не было бы места для искусства. Jyotish is like that. It is the eye. И Джотиш, он вот об этом, это как зрение, это глаза. It is this third eye, И этот как третий глаз, by which we get the power, the reflection, the logic and the understanding to go towards God. через которое мы видим отражение, через которое мы видим понимание и знание, как двигаться к Господу, к Богу. It is completely different from astrology. Джотиш полностью отличается, Джотиш отличен от астрологии, полностью. In astrology, they say there are some planets moving in the sky, В астрологии говорят, что там есть планеты, которые двигаются по небу, and by which the destinies of men are decided. через которые судьбы людей определяются, через это движение планет. Jyotish doesn't say that. Джотиш не говорит так. Jyotish says that there is a God somewhere Джотиш говорит, что есть Господь, who decides the fates of men. который решает судьбы человечества и людей. It is His light alone that decides the fate. Его свет и только Его свет одного решает судьбы всех людей. Hence, Jyoti Isha is the light of God. Таким образом, Джоти Иша идет как свет Господа. That's why Jyotish is Jyoti and Isha, light of God. Джоти Иша как свет Господа. как повелитель. Since the light is coming from God, we don't know God. If we follow the light, we'll find Him. И поскольку свет исходит из Господа, но мы Его не знаем, мы, следуя свету, мы придем к Нему. It is not about planets. Это не о планетах. Planets are just different lights. Планеты — это просто отдельный свет. They represent different vibrations, Они олицетворяют различные вибрации, and we map them to different colors. и мы соотносим их с различными цветами. Because of this mapping, they have come inside Jyotish. Поскольку мы их соотносим с этими цветами, они имеют место быть в Джотиш. If the color of God's light is white, Если цвет Господа белый, then when the white light is passing through a prism, it breaks into 7 colors. и когда белый свет проходит через призму, он разделяется на 7 цветов радуги. I can give these 7 colors different names. Я могу дать этим 7 цветам разные названия. I can also give them different numbers. Я могу дать им различные номера, присвоить. Let us try numbers. Давайте попробуем с номерами. I say 1 Я говорю 1. for red, Я говорю 1 для красного, 2 orange, 2 оранжевый, 3 yellow, 3 желтый, 4 green, 4 зеленый, then 5 blue, 5 синий, 6 indigo, 7 индиго, цвет индиго, and 7 violet. и 7 фиолетовый. Okay, so these 7 colors I've given 7 numbers. И Then when I go to the next number, 8, Мгм. I come back to 1. И мы дали 7 цветам 7 цифр. Когда я иду дальше, 8, когда я считаю, я возвращаюсь к первому цвету. Because if I say 2 rays of white are there, then this has got 7 colors, this also has 7 colors. I finish 7 and then I come. So I have just created an octave. И я создаю октавы цветов. Мгм. Right? Every 8th is same as 1. Каждый 8 такой же, как первый. Like that, just as there is light, there is sound, that also follows a pattern like this. So Jyotish is nothing but a study of these patterns. И таким образом, как у света есть
шаблон, по которому он разворачивается, так и Джотиш, он является инструментом изучать вот эти шаблоны. From these 7 numbers now, I can attribute one number to what we call a graha. К этим 7 цифрам, которые мы выбрали, я могу I добавить can give- еще цифры, дать название грахам. Присвоить их Right, грахам. so I can give one number to a graha. Я могу каждой грахе присвоить цифру. Then I say there is a place from where I have come. И я могу сказать, что есть место, откуда я I was пришел. not here permanently, right? Я здесь не находился I was постоянно. born one day. I have a date of birth. Я родился когда-то, и у меня есть время рождения. So I came from somewhere. Я пришел откуда-то. That's all that I know. Все, что я знаю. One day we are going to die. И один день я покину это тело, этот мир. We will go somewhere. И пойду тоже куда-то дальше. Как The душа. place from where I come, Место, откуда я пришел. I call it the head. I call it what? Head. Я называю это головой. Место, откуда я пришел, называю головой. And the place where I will go, I will call it the tail. И место, куда я пойду, я назову это хвостом. So now 7 colors are in between, and there is darkness on this side from where I have come, and there is darkness on this side where I will go. So these 7 colors, let us say, are now I attribute it, as a mapping to the 7 bodies which are visible around my earth. Итак, у нас есть 7 цветов, 7 цифр, которые есть, мы назвали. Есть голова, которая неизвестная до этого, и хвост, который после 7. И мы эти 7 цветов, мы их соотносим с 7 движущимися небесными светилами. Yeah. So, starting from the sun, Начиная с Солнца, how many planetary bodies will I need for 7? сколько небесных Sun, светил let's мне try. понадобится? Sun is there. Sun. After the sun we have Mercury, closest. Sun, Mercury, да. Солнце, Then we Меркурий. have Venus. В Солнечной системе от Солнца у нас Then есть Earth is Меркурий, there. Венера, But because потом I Земля. am on Earth, so instead of the Earth I'll put the moon. И поскольку я нахожусь на Земле, вместо Земли я ставлю Луну. Then after us is Mars. После нас Марс, Then is Jupiter, потом идет Юпитер Saturn. и Сатурн. 7 finished. 7 цифр, мы закончили с цифрой 7. So even if there are more planetary bodies, I don't need them. И, Because for my mapping, I don't need more than 7. и даже если там и есть какие-то другие небесные светила, то для моего соотношения мне не нужны больше, у меня 7 достаточно. Right. And for coming and going, I say nodes of the moon. И для рождения, для прихода в этот мир и для ухода из мира мне нужна еще две грахи, и я назову их теневыми узлами Луны. Right. From where I have come, I don't know. Откуда я So пришел? I say that is Rahu. Я не знаю, откуда я Or we call пришел. the dragon's head. Я не знаю, откуда я пришел, и мы назовем это Раху, как неизвестное. Where I И will назовем go, I don't know. Let's call that Ketu, the dragon's tail. И я не знаю, откуда я пришел, я назову это головой дракона. И куда я пойду дальше, я тоже не знаю. Я назову это Кету, хвост But- дракона. Between these two positions of birth and death, there is this life. Но между этими точками рождения и смерти есть жизнь. I call that Lagna. И я называю это лагной. So right now, I have 7 variables, the 7 which I've just taken 7 planets or 7 lights. And coming, going, and now 3. So 7 and 3, 10. This is called the decimal system. Мгм. И у меня есть 7 типов света, который проходит через призму, которой свет Господа разделяется. Это моя жизнь. Есть то, откуда я пришел, это 1, то, куда я пойду, 2, и то, кто я, моя жизнь здесь сейчас, это лагной, 3. Итого 7 плюс 3 становится 10. Это десятиличная система исчисления. Exactly. So you see, we have just developed what is called the fundamental Jyotish paradigm. We just developed it. Вот сейчас, вот на этой беседе, мы продемонстрировали, как устроена Вселенная с позиции десятиличной системы. На простом In which there примере. are 7 lights, Где есть 7 типов света, which are mapped to 7 graha. которые соотносятся с 7 планетами. Then there is dragon's head, Rahu, dragon's tail, Ketu, and the ascendant Lagna.
который соотносится с 7 грахами. Есть голова дракона Раху, хвост дракона Кету и асцендент как Лагна. Итого 10. And this ascendant is indicative of life now. И этот асцендент, это Лагна, он олицетворяет жизнь сейчас, мою жизнь, вот эту текущую. Of course. Somebody can say, why did you take the ascendant? Конечно, кто-то может сказать, почему вы взяли асцендент Well, Лагна. I guess wherever I was, there is a sky father, God is in heaven, right? Где бы я ни находился, есть Господь в небе, и есть рай, This earth is my mother. и земля это моя мать, Just like mama, she feeds me. и как мама она меня кормит, All food comes from this earth. вся земля идет из земли. So because food is coming from this earth, it is like mama. И поскольку земля идет из земли, то земля как мама. Now the sky is there and the earth is below me. Небо надо мной, земля подо мной. Can you tell me where this sky father and the earth mother will be meeting? Можете ли вы сказать, где встречаются небо, Господь, They meet at the horizon. и мама земля? They meet at the И horizon. они встречаются на горизонте. And that И это is the ascendant. есть асцендент. That is Lagna, И это есть Лагна, горизонт, to which we give the number 0. которому мы даем цифру 0, присваиваем. Because I was not there. Я не был, потому что я не был. Before my birthday, I was not there. Я не был до моего дня рождения. Меня And здесь не after было. my dead day, I will not be И there. после моего дня рождения меня не будет здесь, на этой земле. So, if I was not there and I will not be there, Мгм. then I am 0. Если меня не было там, не было до моего рождения здесь и не будет потом, то я здесь как Лагна, это цифра 0 присваиваю. And then we take these 10 variables and we have the 10 numbers which form the first lesson of Jyotish or Vedic numerology lesson. И мы берем вот эти первое правило 10 цифр с 0 до 9 и формируются первые принципы, фундамент астрологии. In this manner, Jyotish was developed into a very beautiful subject where everything is logically studied. И вот таким же подобным принципом Джотиш разворачивается и изучается очень красиво и очень логично и понятно и последовательно. And then everything small И все маленькое, has meaning in life. все маленькое, то, что есть, оно имеет смысл в жизни. Every person has meaning in life. Каждый человек имеет смысл в жизни. Because of Jyotish, we learn to appreciate all these small relationships, all these small things. We appreciate people. We understand that each one of us has come like this. We are here and we are going. And how lucky that when we are here, there is somebody else over here to share this time with us. И благодаря Джотишу мы учимся ценить каждую личность, каждого человека в нашей жизни, потому что мы идем своим путем, и каждый идет из нас этим путем, и мы можем ценить это время, когда мы находимся друг с другом. Otherwise, we will be very alone. И в противном случае мы были бы очень одиноки. Right? Because we don't like to be alone. И поскольку мы не любим быть одинокими, Man doesn't like to be alone. человек не любит быть одиноким. We believe, Мы верим, it's a belief, это вера, that that Father что Господь, who gave birth to us который дал нам рождение, has left his little spark somewhere inside. оставил небольшую искру в нашем сердце, внутри нас. And we have to search for that inside our heart. И мы должны искать эту искру, которую Господь оставил в нас, в наших сердцах. With this, I will wish all the students best wishes. Study well. Search for that spark inside you. И с этим я хочу всем студентам пожелать изучать Джотиш и искать эту искру внутри вас. And that is Jyotish. И это есть Джотиш. Thank you. Thank you. Очень глубокий ответ. Также еще в современном мире сейчас, особенно в русскоязычном пространстве, очень многие люди хотят стать джьотишами, даже некоторые уже рассматривают на сегодняшний момент это как профессию свою. В то же время мы понимаем, что это очень уникальное знание, которое не должно рассматриваться как бизнес. То есть это не просто работа, это
определенный путь жизни, определенный путь развития. И как вот сделать так, чтобы Джьотиш не стал бизнесом? Вот ваши рекомендации к русскоязычным будущим джьотишам, как это сделать своей профессией, как брать, может быть, это какая-то будет фиксированная плата, или это дакшина будет, как это вот правильно, чтобы астрология не стала бизнесом. So the question is, in Russian society, in Russian community, Jyotish and Vedic culture is becoming popular, more popular and popular. And many of people, they study Jyotish, they become more like businessmen, and they start to see Jyotish as a knowledge, as professionals, as their profession, and they start to make business out of Jyotish. How to do this balance between Kaladesha Patra, this place Kali Yuga, how to do to make profession Jyotisha and to deal with the money issue, how to do this best. The important thing in Jyotish Самое главное, важное в is Jyotish to understand what else you will do. Понимать, что еще, что другое ты можешь делать. Somebody can do Jyotish and be dancer. Кто-то может быть джотишем и танцором. So if they are getting enough money from dancing, Если они получают достаточно денег от танцев, they can use Jyotish for their own daily planning, for deciding what food, medicine, travel. Они могут использовать джотиш как ежедневный помощник, когда лучше поехать, что какую Living their life, еду съесть и так далее. И жить, understanding, используя reading. джотиш. Понимая If жизнь. somebody want to do Jyotish Если кто-то хочет заниматься джотиш, and be teacher как и быть учителем, of Jyotish, быть преподавателем джотиш, then the requirements are very strict. то требования очень серьезные. Perhaps more strict than a normal mathematics teacher. Даже, возможно, более строгие, чем просто преподаватель математики. Because a mathematics teacher can teach mathematics. Потому что преподаватель математики может обучать математике. He can also take tuition at home, Он может обучать на дому. private tuition, Private tuition, да, обучать на дому. so that he can increase more money. И он может таким образом больше заработать на дому. Jyotish teacher can also teach. Джотиш преподаватель тоже может обучать. He can also do private tuitions or private reading for people. И он может тоже консультировать и заниматься индивидуальным обучением. People who do not study so much Jyotish, then they come and ask them some question and then he can guide them. И люди, которые не знают так много в джотише, либо не настолько осведомлены, они могут приходить к джотишу за советом, и он может направлять их. Just like the mathematics teacher, he can also get some fees. И так же, как и преподаватель математики, преподаватель джотиш тоже может получать деньги. But the person should be clear in his head. Но сам джотиша профессионал, он должен быть чистым в уме. He cannot exploit the people. Он не имеет права пользоваться доверием людей, эксплуатировать их. If you are charging $10 Если вы ставите цену на свои услуги $10 from one person, для одного человека, then from the rich man also you will take $10. то и от состоятельного человека тоже вы обязаны брать $10. From the powerful minister also you take $10. От влиятельных людей в правительство тоже будете брать $10. That means you are not corruptible. И это означает, что вы неподкупны. If you take big money from the rich people, Если вы берете большие суммы от little money from the poor people, от более состоятельных людей, а меньше денег с менее состоятельных людей, after some time через какое-то время you will ignore the poor people. вы будете игнорировать людей, которые не способны Because for платить. that time somebody paying you big fees. Потому что за это же время кто-то платит вам больше. Ценька. А многих волнует еще русскоязычных астрологов, что в шастрах написано то, что джьотиш не должен брать фиксированную стоимость. Как здесь вот быть, то что вроде бы с одной стороны
сейчас мир, может быть, который немножечко склонен к потребительскому отношению. А в то же время и мы видим, что астрологи, они берут фиксированную какую-то стоимость. Вот как этот вопрос решить в современном обществе? Some Jyotishas, with qualified people, they say that in Shastras it's said that Brahman should not take fixed price tag. He That is should not have a price tag. But if there is no price tag, then how do It did not work for me. Это When I came from Puri and Когда я приехал из Пури, I was teaching out here, and и when я I здесь did обучал, charts, и я читал in India. гороскопы в Индии, so it was Dakshina system. была система Дакшина. There is a box. Есть коробка. Whoever can give whatever they will give. Кто может положить, он может положить столько, сколько может. Sometimes people don't have money. Иногда у людей нет денег. This is India. И это в Индии. So they will bring some fruits for me. Иногда приносили фрукты. It's okay. Это нормально. I have no problem because you know why? My system is clear. All the Dakshina, everything they will leave outside. There was one place where they will keep and they will come inside. Все дакшины, они находились коробка, вот эта, да? It's box, you mean box was outside. There's a table and a box is in the table. И это стол с коробкой, он находился снаружи. И человек, который приходил, он сначала туда клал So they что-то, will put the приходил Dakshina сюда. in the box or they will put the fruits over there. It's all outside. I don't know what they got. И я не знаю, что он там положил, как он I'm положил. inside. Я здесь, и он приходит ко мне. So I But, But when you went to Europe and to America and all that, they did not understand Dakshina. Nobody да, understood. в Европе, в современном мире Nobody understood. много где не понимают систему Дакшины. They told me in this country the culture is you get what you pay for. И в этом смысле так построена структура, что ты получаешь то, за что ты платишь. And free means the thing is very bad. If you are giving anything for free, Да, и it давать means что-то it is бесплатно, вот сейчас в европейском обществе, в современном, это не очень хорошо. Thank you. So there was a lot of disrespect. И это будет, когда будет что-то много даваться бесплатно, будет много неуважения проявляться к тому, кто дает это бесплатно, может проявляться неуважение. Then my students who are there, И мои студенты, которые там they будут, only decided what should be, and they started a new thing called recommended Dakshina. и мои студенты, которые из Европы, они такой термин ввели, рекомендуемая Дакшина. That is how I started. But that what to do? You have to, this is Kali Yuga. You cannot change the world. Don't try to change the world. Don't try to be James Bond. Мы не можем изменить, да, это Кали-юга, мы не можем изменить мир, не пытайтесь быть Джеймсом Бондом, спасать всех. You are not Prabhupada. He can change the world because he is empowered to change. Everybody cannot change. Мы не являемся Господом, мы не можем изменить это. Господь может это поменять. Поэтому, You take fees for what you are doing, but keep it equal for everybody. поэтому берите плату за свое дело, за свои услуги, но чтобы это было ровно и одинаково для всех. But if somebody is poor and they cannot pay, let it be. Но если кто-то не в состоянии оплатить или в тяжелом трудном положении, то допустите эту возможность So тоже. many doctors are also doing free surgery. Есть столько много докторов, которые тоже делают бесплатные операции. So why can't Jyotish do free? Поэтому почему Джотиш не может быть You тоже see the бесплатным? deserving and give it to them. Если вы видите нуждающегося, дайте ему это. Follow your heart. The light is there. Следуйте свету своего сердца. Следуйте своему сердцу. Да, также еще очень распространено вот сейчас это знание, и многие люди сейчас, когда обучаются, перед тем, как обучаться в различных школах астрологии, они переживают о том, что это знание им может как-то навредить. Какие-то есть вообще рекомендации по поводу тому, кто может изучать астрологию, как это может повлиять на человека, может быть, какие-то есть противопоказания, может быть, действительно есть люди какие-то очень
впечатлительные, которые смогут использовать это в негативном смысле. Вот как-то проясните, пожалуйста, этот вопрос. In society, there's perception that Jyotish can, astrology, Jyotish, it can harm because it's a knowledge, it's a power, and it can be used like in evil, or maybe it can, I'm afraid of my karma and stuff, and what's gonna happen, and что там было? Есть ли противопоказания для обучения? Is there any restrictions to those who study Jyotish? Is there any recommendations to study Jyotish in this manner? There are two things. There are two things in the question. First is the fear. Первое это страх. Страх. Forget Jyotish, think of the car. You know, motor car. Забудьте, давайте сейчас поговорим вот как пример. Машина. The time when the car was to be introduced on the road. И есть время, когда машина many years back, when the first car was to come on the road. Первая машина появилась на дороге. It was debated very strongly in the American Parliament. Очень было много дебатов в парламенте о том, нужно ли вообще это. It was called the horseless carriage. Это называлось карета без лошади. No horse carriage. Нету, да, лошади. Самодвижущаяся all карета. these politicians, they debated, it is so dangerous, how can you have a vehicle without horse, where it will go here, it will go there, it should not be allowed. И было много диспутов и споров на тему того, как она может сама ехать, это очень опасно, должен быть лошадь, должно быть... But Но they were strong and brave and they said, no, that is modern, that is knowledge. And knowledge is good for man, so therefore the horseless carriage, which we call car, must be allowed on the road. Но были смелые и решительные люди, которые говорили, что это современно, это знание, оно должно присутствовать в жизни каждого человека, и поэтому должны быть повозки без лошадей, и теперь мы это называем машины, автомобили. Fools are scared of knowledge. Fools are scared of knowledge. Только те, кто что-то не понимают, либо глупцы, они боятся знания. And they get exploited because of that. И они становятся легко манипулируемыми из-за этого. Think of the eclipse. Давайте подумаем на предмет затмения, само затмение. All these priests used to exploit the king and the poor people. Oh, I will put my hand and and my power. I will put the sun off. Жрецы, используя астрономический эффект затмения, в свое время они наводили страх на королей и на подданных тем, что я сейчас положу руку на небо и солнце закроется. This is stupid. You know it is eclipse. It's simple calculation. It is readily available. Но это же глупо. Это простой расчет математики. Когда оно произойдет, когда это будет. So fear should not be there. Поэтому страха заниматься астрологией, страха изучать астрологию не должно быть. This knowledge is very good for people. It should help people. Это знание очень хорошее для людей. Оно должно помогать людям. And as far as people misusing them, people can misuse anything. И что касается вопроса того, что люди неправильно используют это знание, но люди могут все что угодно неправильно использовать. Everything created by man has been misused. Вообще, в принципе, все, что создается человеком, оно используется не в правильном ключе. Electricity is misused. Электричество They put it in chair to kill people. Используются не в правильном ключе. Создают электрические стулы, чтобы убивать людей. Medicine is used to put people to sleep so that surgery can be done. They are using that for euthanasia. Также медицина и препараты используются для того, чтобы человека увести в наркоз, чтобы провести операцию, но точно так же препараты используются для того, чтобы сделать эвтаназию. Nuclear power. With nuclear power, all electricity problem can vanish. С ядерной энергией все проблемы электричества могут решиться.
But see how it is misused. Но люди опять используют эту ядерную энергию в The неправильном ключе. problem does not lie with the it is not the fault of knowledge, it is the fault of man. И проблема не лежит в самом знании. Знание само по себе чистое. Проблема в самом человечестве, в людях. Огромное спасибо. Хотелось бы попросить вас какое-то такое особое послание вот для всех изучающих вот русскоязычных будущих джотишей, какое-то вот очень важное наставление, которое бы они услышали, может, возможно, как бы закрепили его себе в сердце. There are so many people, students that are looking at us right now, and maybe you have some advice, some instructions, maybe some blessing for them to in studying Jyotish. Maybe message. What message will you send them? I have a prayer. У меня, я молюсь. У меня есть молитва. It is from a book called the Mahanarayana Upanishad. Она из книги Маханараяна Упанишады. I will say the prayer. Я прочту эту молитву. Satya Jyotishi Juhomi Swaha. Сатья Джотиши Джухоми Сваха. Surya Jyotishi Juhomi Swaha. Сурья Джотиши Джухоми Сваха. These two prayers of the Mahanarayana Upanishad speak for themselves. Эти две молитвы из Маханараяна Упанишад говорят сами за себя. The first is the first ideal of a Jyotish is Satya, truthful. Первый стандарт, первый идеал Джотиша – это честность. And two, like Surya, the sun, he has to give light. И второе, как солнце, он должен давать свет. He has to give the light and he has to give the light. The sun gives light, it does not ask who is getting. И солнце дает свет, не спрашивая того, кто получает этот свет. So also, you should help others and not ask why I am helping. И таким же образом вы должны помогать другим, не спрашивая, не задавая вопросов, почему я помогаю. These two ideals, if you hold on to, you have lived up to the highest values. Если вы будете придерживаться этих двух простых правил, то вы возвысите свою жизнь до очень высоких идеалов и стандартов. So did you get it? Yes. Satya Jyotishi Juhomi Swaha. Сатья Джотиши Джухоми Сваха. Surya Jyotishi Juhomi Swaha. Сурья Джотиши Джухоми Сваха. That's all. Честность и свет раздавать. Свет. Спасибо. Я, наверное, в лице вот всех, наверное, русскоязычных джотишей, да, наверное, в принципе, и это, наверное, уже касается джотишей мирового масштаба, выражаю вам огромную благодарность за то знание, которое вы несете, за тот свет, который вы проявляете в этот мире, за то, вот эту частичку, вот этой парампоры, которую вы здесь вот внесли в этот мир. Огромная вам благодарность и всех благ вам на вашем жизненном пути. If I'm empowered to say from all the grateful students from all the Jyotishes, we thank you for the light that you're sharing, for the knowledge, for the wisdom that you are spreading in the world, and thank you for being the way you are and sharing this knowledge. Jagannath has made me the way I am. Thank you Also, so much. so that the students, if they are listening, И I для have студентов, made если a слушают. promise that yes, I Yeah. will be doing some live readings of Yeah. some people, Как and Alex should handle that. Как я обещал, мы сделаем живые прочтения гороскопов. Я сделаю несколько таких занятий, и с Александром мы вот этот вопрос решим. Да. Thank you. Thank you. Thank you very much. Здорово. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вы оценили мудрость этого человека. Над его словами можно размышлять долго и находить для себя все новые и новые смыслы. В этой поездке мы были на Панчакарме у еще одной удивительной личности. Это доктор Шива Кумар, который поделился своим пониманием связи астрологии и медицины. И скоро это видео появится на нашем канале, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки,
Пишите свои размышления по поводу тех вопросов, которые мы обсуждали в этом интервью. До новых встреч!